На ваших экранах Люсиль Рандон. Она родилась в 1904 году, работала гувернанткой, помощницей в больнице, еще служила в монастыре, и у нее была сестра-близнец, которая умерла в младенчестве. Сама же Люсиль до сих пор жива. Ей 118, и она старейший человек на планете. А как вы оцениваете свои шансы на то, чтобы дожить до 100 лет? Или даже до 120? А они, между прочим, в теории очень велики. За последние 2 десятилетия в мире такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни, значительно вырос. Во многих развитых странах он приближается к 80 годам и даже превышает эту отметку. Власти Великобритании еще в 2016 году прогнозировали, что каждый третий новорожденный доживет до 100 лет. В России же это всего 70 лет. Наша страна находится во второй сотне по этому показателю. Но почему Россия аутсайдер в вопросе долголетия? И почему Кремль так рьяно борется с коллективным Западом, где люди в среднем живут на 10 лет дольше, и не думает о долголетии собственных граждан? Что известно об одержимости Путина и кремлевской верхушки генетикой и разными, порой экзотическими способами продления жизни? С вами Павел Коныгин, и это формат разбора. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует», жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, и спорьте в комментариях. Мы это любим. А еще наши разборы начинают выходить в эфире «Дождя». В этом разборе мы будем часто использовать термин «ожидаемая продолжительность жизни». Так что для простоты давайте сразу договоримся, что будем называть его ОПЖ. Так вот, везде этот ОПЖ разный, начиная от 50 с небольшим лет, как в Центральноафриканской республике, и заканчивая Гонконгом, Японией и Швейцарией, где он приближается к 85 годам. На протяжении последних десятилетий до пандемии коронавируса показатель рос во всех странах. Только представьте себе, в середине прошлого века ожидаемая продолжительность жизни в мире была всего 46 лет, тогда как сейчас это 73 года. А к концу столетия, если, конечно, не случится какой-то глобальной катастрофы, это будет почти 82 года. В мире все больше людей, доживающих до 100 лет. По данным ООН, если в 90-м году их было 95 тысяч, то уже в 2015 году 450 тысяч, а к концу этого столетия будет 25 миллионов человек. Главным образом за счет Японии и европейских стран. Почему это происходит? Основной фактор – это развитие науки и медицины. Человечество за последние годы научилось лечить многие тяжелые заболевания. На продление жизни направлены сотни научных разработок, начиная от препаратов, предотвращающих ожирение, и вакцин для лечения разных видов рака, и заканчивая генной терапией, замедляющей процесс старения. Тема здоровья и долголетия актуальна и для России. Но занимается этими вопросами новая медицинская компания, так она называется, или сокращенно НОМЕКО. Она создает современный медицинский комплекс в Ленинградской области стоимостью около 40 миллиардов рублей. И кто же, как вы думаете, руководит этой организацией? Среди акционеров старшая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова, а также представители компании «Согаз», совладельцем которой является давний друг президента по кооперативу «Озеро», бизнесмен Юрий Ковальчук. Кроме того, один из партнеров НОМЕКО – Курчатовский институт, который возглавляет родной брат Ковальчука Михаил. Вот такая новая медицинская компания. Все с теми же старыми и всем нам знакомыми персонажами. Чем же этот центр будет заниматься? Заявлено, что это новейшие методы лечения и диагностики, включая ядерную медицину и передовые технологии в области генетики. И неудивительно, учитывая то, насколько Владимира Путина заботят вопросы здоровья и долголетия, а точнее сохранения собственной власти. Так что в ход идет нетрадиционная даже медицина, вроде принятия омолаживающих пантовых ванн на Алтае. Экстракт для них получают из неокостеневших, наполненных кровью рогов морала. Кстати, замечу, что российского ОПЖ президент в свои 70 с лишним уже достиг. А если брать ожидаемую продолжительность жизни мужчин в России, то она еще меньше. Это 60,5 лет. Боюсь представить, какими будут показатели теперь, учитывая войну с Украиной, а также мобилизацию и состояние общества, погруженного в атмосферу страха и враждебности.
В первом полугодии, например, спрос только на антидепрессанты в России вырос на 66%, а спрос на психологов и вовсе на целых 111%. Не удивлюсь, если куда сильнее возрос спрос на сигареты и алкоголь. И как все это скажется на нас и нашем здоровье? Ведь такие серьезные социальные потрясения неминуемо и, как правило, резко снижают продолжительность жизни. А ведь в России она снижалась и без войн. Вообще, что влияет на этот показатель? Очень многое. Это и то, сколько денег государство тратит на медицину и образ жизни населения, и уровень образования людей, их доходы и экология. Но начнем со здоровья. ВОЗ выделяет 4 главных фактора риска. Их вы наверняка знаете. Это злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность. В недавнем разборе, кстати, посмотрите его, когда досмотрите это видео, я рассказывал, что в России огромный теневой рынок алкоголя. И от алкогольных отравлений в 2020 году погибли больше 10 тысяч человек. Кроме того, примерно половина самоубийств в стране связана со злоупотреблением спиртным. Ожидаемая продолжительность жизни в пьющих регионах России при этом существенно ниже, чем в трезвых. И это логично. Давайте сравним, например, Ингушетию и Чукотку. В первом случае на человека приходится 400 мл спиртного за год. Во втором в 60 раз больше – 24 литра. И результат. ОПЖ в Ингушетии такой же, как в самых развитых странах Европы – больше 80 лет. А на Чукотке этот показатель меньше 65 лет. Ну и вот несколько цифр, связанных с курением. В России курит 30% населения. По миру это число в 2 раза меньше, около 16% населения. На каждого курильщика в нашей стране приходится 6,5 тысяч выкуренных сигарет в год. Обходят здесь Россию только Чехия, Китай и Беларусь. Третий по значимости фактор, который приводит к повышенной смертности среди мужчин в России, это рискованное поведение. Думаю, не стоит говорить, насколько война и мобилизация повлияют на количество людей, чей образ жизни можно назвать рискованным, и чья жизнь может оборваться сильно раньше времени. Ну и прибавим сюда психотравмы, полученные на войне, и возросшую агрессию в воюющем обществе, которая неизбежно будет транслироваться на всех подряд. В рабочих коллективах, на дорогах, в пробках и, конечно, в семьях. На то, почему мы так обидно мало живем, влияет и нездоровое питание. Недостаток цельнозерновых продуктов, а также орехов, фруктов. Все это довольно дорого, не мне вам рассказывать. А еще, конечно, влияет недостаток сна. Последние 6 лет число россиян, которые жалуются на эту проблему, неуклонно растет. И в первую очередь из-за большого объема работы. Отметьте в комментариях те, кому это знакомо. Россия занимает 4-е место в списке стран, чьи граждане проводят на рабочем месте больше всего времени. И в этом году спрос на снотворные, например, в разных регионах вырос в 3-6 раз. Среди же последствий недосыпа сердечно-сосудистые и нервные заболевания, а также развитие алкоголизма. Замкнутый круг. Но есть и хорошая новость. Россия удивительным образом находится довольно высоко в мировом рейтинге физической активности. Надеюсь, это хотя бы немного компенсирует другие риски. Хотя в целом, как вы уже поняли, причин для роста ожидаемой продолжительности жизни у нас в стране не предвидится. И достичь ОПЖ в 80 лет к 2030 году, как того требует указ Путина, вряд ли удастся. Если только удастся, прости господи, ему самому. Но давайте все-таки подумаем, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась. В чем корень проблемы? Нашей стране стоит увеличить расходы на здравоохранение. В 2020 году по этому показателю Россия находилась только на 121 месте с расходами на здравоохранение в 5% от ВВП. Это меньше, чем даже в Уганде и Афганистане. Я уже не впервые в разборах критикую российскую практику тратить небывалые деньги на оборонку, в ущерб другим, на мой взгляд, куда более важным для россиян статьям бюджета. И вот снова пример. Обратимся к официальному отчету Минфина. За прошедший год почти 24% бюджета ушло на оборону и нацбезопасность, и лишь 6% на здравоохранение. Посмотрим, как с этим распределением обстоят дела у лидера загнивающего Запада США. Главная статья расходов американского бюджета – это как раз здравоохранение и медицина. В 2021 году на них было потрачено почти 23,5% бюджета, а на оборону и безопасность вдвое меньше – 12,8%.
0,8%. И только вдумайтесь, мы сами в России, а не наши воображаемые враги, тратим большую часть заработанного на средства для смерти и убийства, а не для жизни. Если же говорить о поддержании физической формы населения, то этот пункт бюджета за прошлый год был минимальным, всего 0,3%. Расходов государства, естественно. Стоимость строительства дворца Путина со стриптиз-комнатой в Геленджике команда Навального в свое время оценила в 100 миллиардов рублей, а на физическую культуру и спорт в России в прошлом году было выделено всего менее 71 миллиарда. С учетом войны в Украине вряд ли мы можем рассчитывать, что приоритетом государства путинский режим сделает здоровье и благополучие собственных граждан. В то время как развитый мир стремится к тому, чтобы как можно больше число людей доживало до возраста Люсиль Рандон, о которой я говорил в начале разбора, Россия отправляет своих граждан убивать и умирать. И мы, к сожалению, должны думать не о том, как дожить до 100 лет, а о том, как просто выжить. Продолжение следует.